Что такое фэнтези-спорт? Почему он так популярен в современном мире, особенно среди болельщиков, покеристов и киберспортсменов? Сколько зарабатывают топ-игроки в фэнтези-спорте? Всем привет! В эфире фэнтези-спорт по-русски, и сегодня мы ответим на эти вопросы. Фэнтези-спорт – это турнирная игра, где каждый участник собирает команду из реальных спортсменов, которые принимают участие в спортивном событии или чемпионате. Главная задача – это собрать состав, который проявит себя лучше, чем у конкурентов. После того, как спортивное событие заканчивается, оценивается успешность выступления каждого спортсмена. И чем лучше собранная команда выступила, тем выше место в турнирной таблице она будет занимать, вплоть до победы в турнире. Фэнтези-турниры делятся по длительности на сезонные, когда мы собираем состав на весь сезон, допустим, на чемпионат Англии по футболу, и на дейли, когда мы собираем на один тур. Для простоты мы будем объяснять механику игры на примере дейли турнира по фэнтези-футболу. Итак, у нас очередной тур английской премьер-лиги. Нам известны матчи, кто с кем играет и, конечно же, составы каждой из команд. И нам надо из всего пула футболистов выбрать 11 игроков, которые, на наш взгляд, лучше всего проявят себя в следующих матчах. Каждый футболист стоит определенное количество денег, и мы должны уложиться в ограниченную сумму. И чем лучше футболист играет, тем больше он стоит. Условный Кейн дороже, чем Дини. Поэтому собрать состав из звезд у нас не получится, и нам необходимо искать также дешевых игроков с хорошим фэнтези потенциалом. После того, как все команды собраны и начинаются первые матчи, регистрация на турнир прекращается. За каждое положительное действие, такое как гол, ассист или сухой матч, наши футболисты получают определенное количество фэнтези очков. За каждое же отрицательное действие, такие как карточки или пропущенный гол, с них очки снимаются. После того, как проходит весь тур, мы подсчитываем общее количество баллов, которые заработала наша команда. И чем больше очков мы получили, тем выше наше турнирное место. А чем выше место, тем больше призовых мы заработали. Это был пример на футболе. Механика в других видах спорта, она похожая. Только там другой скоринг, то есть система начисления очков. Фэнтези-спорт появился в США в 60-е годы. Но тогда он существовал в газетном варианте и ограничивался лишь игрой в фэнтези-бейсбол. Но настоящий бум произошел в эпоху интернета, и уже сейчас у крупнейших спортивных ресурсов, таких как ESPN, Yahoo Sports или российский Sports.ru, есть подразделение фэнтези. В общей сложности более 60 миллионов людей играют в фэнтези по всему миру, и эта цифра только растет. Так почему же люди обращают свое внимание на фэнтези? Во-первых, каждый хочет почувствовать себя менеджером или тренером своей команды. Во-вторых, людям надоедает сражаться с крупными букмекерскими компаниями, причем не только на поле спортивных ставок, но и при выводе своих средств. В фэнтези-спорте ты не сражаешься против корпораций, ты сражаешься с такими же реальными людьми, как и ты сам. И в-третьих, фэнтези это не просто хобби. Фэнтези это еще и средство заработка. И уже сейчас в США профессионалы зарабатывают шестизначные суммы. У нас в Европе и в России эта цифра гораздо скромнее, но она тоже внушительна. Вы можете, как сказать, цифру называть, я не знаю. Но это было первое базовое видео по фэнтези. Чтобы не пропустить следующее, подписывайся и жми на колокольчик. Ссылки на фэнтези турниры в описании. С вами был Фэнтези Спорт по-русски. Пока.